Ты лох, ты неудачник, ты ничего не добьешься в этой жизни, ты ничего не сможешь сделать. Что означает для тебя слово лох, неудачник? Во времена продуктивности мы всегда пытаемся с кем-то соревноваться, с другом, со знакомым или с самим собой, потому что все время надо что-то делать. Отдых — это не полезно, не продуктивно и вообще мешает развитию. Но мне лично кажется, что отдых — это неотъемлемая часть для продуктивной работы. Даже я замечаю в последнее время, что спад культа вот этого продуктивности, он идет в упадок. Не так много людей старается всегда что-то делать и быть продуктивным за целый день. Люди дают себе расслабиться и понять, что отдых очень важная вещь в жизни, которую надо поддерживать. Но даже на этот спад можно увидеть развитие мемов, которые отвечают как раз-таки за наши реалии о продуктивности. Такой мем, как то, что мы посмотрели фильм, и он нам показался достаточно продуктивным действием, так как мы смогли сконцентрировать свое внимание достаточно на длинный промежуток времени. Что, с одной стороны, достаточно и смешно, но и с другой стороны немножко страшно, что настолько большие проблемы, которые мы превращаем в шутку. Так как темп людей в жизни намного ускорился, то можно и понять, что времени осталось на отдых меньше. Люди начали потреблять больше короткого контента, так как времени просто нет. Но если сравнить то время, которое мы потратили на просмотр полноценного длинного фильма, примерно 2 часа, и время, потраченное на листание ленты или "Тиктока", то примерно выйдет то же самое. Просто нашему мозгу кажется, что за тот же промежуток времени мы получили более обширной и больше информации, чем за тот же промежуток времени, посмотря фильм. Люди стараются за короткое время успеть сделать все: получить деньги, славу, какую-то известность. Но мне кажется, у этого есть и свои какие-то подводные камни, которые мы не сразу замечаем. И все это просто превратилось в какую-то гонку: кто лучше, кто хуже, кто быстрее, кто сделает это намного интереснее, а кто вообще не сделает. Поэтому мы все время куда-то спешим. Мы всегда пытаемся что-то сделать быстрее, может быть, что-то качественнее, но за более мелкий промежуток времени. Из-за этого мы сами торопим и как раз-таки ускоряем вот этот процесс культа продуктивности, что не совсем хорошо. Мы навязываем себе разные мысли в голове, что мы недостойны чего-то, если мы не будем продуктивны. Мы недостойны счастья, если мы не будем продуктивными за день. Но мне кажется, это не совсем правильная тактика и философия в жизни, которую мы должны поддерживать. Но нужно ли нам на самом деле так много навыков, опыта, каких-то знаний, информации, юмора за такой кратчайший срок? Наш мозг, он не способен обрабатывать столько много информации за такой короткий промежуток времени. Почему мы все время гонимся за людьми? Мы все время пытаемся быть лучше, чем наш друг, сосед, знакомый, но мы сами не осознаем, почему мы этого хотим. Просто это достаточно высокий показатель тебя в обществе. Но мы сами на самом деле толком-то не понимаем, зачем мы это делаем. В тот момент, когда нам приходят вот эти мысли, нам кажется, что каждый наш знакомый, каждый наш друг, он делает сейчас что-то полезное и продуктивное, а мы единственные, кто прокрастинирует и деградирует в этом моменте. Что на самом деле не так. Поэтому, когда в следующий раз у вас будут такие мысли, то понимайте, что на самом деле вам нужен этот отдых, и даже не тот отдых, к которому вы, возможно, привыкли, то есть отдых даже в кавычках, я бы сказал, потому что на самом деле чтение книги или поглощение какой-то новой информации, может быть, это не совсем тот отдых, в котором нуждается ваше тело. Возможно, вам просто надо прогуляться, подумать и объяснить свои мысли своему телу и немножко задуматься, чего бы вы на самом деле хотели. А может быть и понять, что вас, возможно, вас все устраивает, и вы ничего не хотите больше. Это тоже нормально. Это нормально понимать то, что вы сейчас находитесь в моменте, когда вас все устраивает. Это
очень хорошо и классно. Да, я соглашусь, со всеми, что короткие видео убивают в нас концентрацию, и мы не можем уже сконцентрироваться на чем то более длительном и глубоком, если это, ну, конечно, нас не прям очень интересует. Но также, мне кажется, и убивает нас голос в нашей голове, который все время твердит нам, что мы должны что-то делать и быть продуктивными. И как раз таки этот голос забирает у нас эту энергию, чтобы что-то делать. И больше уходит энергии и мыслей, и самовнушения того, что мы, возможно, чего-то недостойны, и мы должны были бы что-то делать. Но на самом деле мы не обязаны ничего делать, если мы чувствуем, что в моменте мы не хотим ничего делать. Да, конечно, все обязанности не отменить в один момент, и, возможно, у вас есть обязанности, которые вы просто должны выполнять. И это, конечно, понятно. Но вы должны понимать, что, возможно, листание "Тиктока" или "Инстаграма" можно заменить на общение с другом, общение с самим собой или просто написать физически свои мысли, которые вы думаете, которые, возможно, вам как-то мешают сконцентрироваться, обдумать. Ведь если мы произносим наши мысли, это дает нам намного больше энергии и понимания, чего мы на самом деле хотим. Я не понимаю, зачем нам потреблять всегда так много информации. Инфо-цыгане всегда хотят, чтобы мы что-то делали, чтобы люди, так сказать, развивались. Но на самом деле им все равно, потому что они просто строят блок на этом. Они просто строят какие-то видео, какие-то описания для того, чтобы поднять контент и заработать на этом, продавая какие-то курсы по осведомленности, осознанности и продуктивности. Им на самом деле, мне кажется, большинству плевать на потребителя, потому что сейчас очень важны материальные блага. Также старшее поколение твердит, что надо всегда развиваться, учиться, читать, получать какую-то новую информацию. Но мне кажется, этой информации стало настолько много, что наш мозг не всегда может просто воспринимать эту информацию. Вообще, я бы хотел сказать, что вся жизнь — это восприятие и получение новой информации и нового опыта. Но нужно ли нам этот опыт и вся эта информация в таком большом количестве? У нас будет богаче багаж, это, конечно, классно и хорошо, но справится ли наша психика с этим? Иногда даже простая уборка по дому может помочь нам сделать следующий шаг. Потому что, выполняя маленькие пунктики из списка дел, мы можем понять, что на самом деле мы сделали уже и достаточно много. Просто очень часто мы не замечаем того, что мы уже сделали. Проснулись, почистили зубы, умылись, убрали какие-то вещи, распланировали порядок дня, подумали о том, что можно было бы делать, пойти в зал. Это уже маленькие пункты, которые мы сделали. И не всегда на самом деле просто лежание на кровати или на диване — это прокрастинация. Это очень важный неотъемлемый пункт для того, чтобы ваше тело восстановилось и разум понял, что делать дальше. Иногда просто нужен такой обычный отдых без всего, просто полежать, отдохнуть и осознать свои мысли, которые были, возможно, за день. Возможно, день только начинается, и за это время у вас еще не было особо мыслей, но за утро, которое вы проснулись, у вас на свежую голову были какие-то хорошие идеи, и их можно и записать. У меня у самого очень много мыслей, либо утром, либо вечером, что я ничего не сделал особо-то такого, что куда-то надо всегда бежать. А куда мне бежать, я не знаю. Всегда мысли какие-то, что всегда надо быть богаче как-то опытом и материально, что делает твою жизнь просто погоней, спешкой куда-то, куда на самом деле даже и не надо спешить. Я себя называл тоже неудачником, так как, например, в этом году я не смог поступить в университет, хотя я осознавал, что конкуренция, которая там была, это была страшная конкуренция. То есть вероятность пройти была 0,06, что делает шансы очень мелкими. Но самое главное — иметь план Б. Или даже если ты не имеешь план Б, то ты примерно знаешь, куда двигаться. Или даже если ты не знаешь, куда двигаться, то жизнь поможет тебе понять, куда двигаться. И
С этим ты справишься, потому что главное проживать эмоции, которые ты проживаешь. Да, даже называя себя неудачником, ты проживаешь эмоции, и это важно. Может быть, у тебя какая-то злость или грусть, зависть. Это очень хорошо, что у тебя есть эти эмоции. Ведь это показывает, что ты не робот с какими-то механизмами и программой, которая была запрограммирована. И, может быть, лох вовсе не тот, кто не прожил свой день продуктивно, а тот, кто пытается в этой гонке победить и уже давно продал свою душу и жизнь культу продуктивности. Спасибо, что ты досмотрел это видео. И на самом деле у меня сценарий был длиннее, но я решил очень много вырезать отсюда. Потому что понимаю, что когда я это писал, это было как-то звучало лучше. Сейчас это не звучит лучше. А, но я стараюсь сделать сценарии без чат GPT, как-то со своей душой. И мне кажется, это лучше. Вот. А так, спасибо, что досмотрели. Я тебя обнимаю, и я надеюсь, что ты не будешь себя обзывать плохими словами, как неудачник и лох. Потому что каждый нуждается в отдыхе, и продуктивность — это не самое важное в жизни. Главное — улыбаться. Желаю тебе хорошего дня и улыбайся чаще.